Украине грозит катастрофа. Срочное обращение Зеленского к Трампу. Ситуация критическая. Вывод войск. Военные чиновники приняли решение за закрытыми дверями. Ужасающие последствия для всей Европы. Дата окончания войны. Зеленский отдал секретный приказ. Россиян готовят к худшему. Часть большой страны может исчезнуть с мировых карт. Парламент одобрил референдум. Массовое падение дронов прямо над центром огромного мегаполиса. НАТО входит в страны Балтии, Альянс разворачивает войска, до 60 тысяч военных у границ РФ, молниеносно. Об этих и других главных событиях к утру четверга 28 мая. Четверг на календаре, а нехто в эфире. Все самое важное к этой минуте прямо сейчас. Я Степан Путила, мы начинаем. Украине грозит катастрофа. Зеленский написал Трампу срочное письмо, и, судя по тону, ситуация действительно критическая. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти полностью зависим от Соединенных Штатов. При этом запасы ракет для Патриот заканчиваются. Без новых поставок украинское небо может остаться открытым. Именно сейчас, когда Кремль после одной из самых тяжелых атак на Киев открыто угрожает новыми ударами по центрам принятия решений. Письмо ушло в Белый дом. Трамп, который давит на быстрый мир и явно не горит желанием продолжать помощь, его получил. Ответа пока нет. Крайне сложное и, можно сказать, историческое решение озвучено за закрытыми дверями. В минувшую пятницу высокопоставленные чиновники НАТО собрались на брифинг в Брюсселе. Когда американцы начали зачитывать цифры, в зале повисла тишина. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники внутри Альянса. Посланник Пентагона Александр Велес-Грин представил конкретные цифры на закрытом брифинге в Брюсселе. Европейские чиновники были взяты врасплох масштабом предложенных сокращений. Вашингтон объявил, из европейского командования внезапно уходит треть боевых истребителей, оба авианосца, все подводные лодки и все разведывательные дроны. Один из участников встречи потом тихо скажет журналистам: они резанули по-живому, но главное, генерал НАТО теперь теряет право командовать оставшимися войсками. В случае войны с Россией он просто не сможет их использовать. Застигнутой врасплох Европе дали срок до июня представить план замены. Заменить нечем. Стратегических бомбардировщиков нет вообще как класса. Авианосец есть только у Франции, и то один. А Россия, вот она, рядом. В интересное время живем. Но пока США уходят, кто-то, а точнее НАТО же должен остаться. И этот кто-то уже разворачивает войска. Альянс срочно создает отдельную командную структуру специально для Латвии и Эстонии. За основу берут германо-нидерландский корпус. В случае войны до 60 тысяч военных, развернутых молниеносно, без долгих согласований. Потому что времени в Балтии нет. Сувалский коридор узкий, Калининград с одной стороны, Псковская область с другой. Счет, если что, пойдет на часы. Мы ценим четкое заявление Европейской комиссии о солидарности со странами Балтии, но сегодня солидарности на словах уже недостаточно. Европа должна предпринять быстрые и конкретные действия. По данным The Wall Street Journal, европейские чиновники и разведка всерьез рассматривают сценарий, при котором Путин намеренно эскалирует конфликт против Балтии, чтобы оправдать новую волну мобилизации внутри страны. Россия уже усилила риторику. Угрозы Латвии, предупреждения о непредсказуемых последствиях, дроны над Литвой со стороны Беларуси, саботажи, помехи. Обдолбанный киевский режим, причем они сами хорошо знают, что там одни наркоманы, может сделать любую провокацию. Они могут нанести удар по одной из прибалтийских стран, сказать, что это сделала Россия. Латвия не ждет. Уже в ближайшие недели на границе с Россией появятся мобильные команды с дронными перехватчиками и автоматическими турелями. Германия и Нидерланды, которые раньше особо не рвались на восток, теперь становятся главными защитниками региона. США уходят, Европа окапывается. Короче говоря, Балтия превращается в самый горячий пороховой погреб континента прямо сейчас. Часть страны официально хочет уйти. И это не в Украине, Грузии или Армении. Шотландский парламент проголосовал 72 против 55 за референдум о независимости от Великобритании. Первый министр Суинни требует от Лондона дать добро на голосование. Лондон, правда, скорее всего, откажет, как отказывал уже не раз, но каждый отказ только подливает масло в огонь. Брексит, который шотландцы не поддерживали, аукается Британии до сих пор, теперь угрозой распада изнутри.
Северная Корея продолжает испытывать нервы своих соседей и ракеты, конечно же. КНДР объявила, что испытала ракеты с искусственным интеллектом. Ким Чен Ын лично наблюдал за пуском. Ракеты якобы сами корректируют траекторию в полете и бьют на 100 километров. Звучит грозно, если не знать, что у КНДР нет ни чипов, ни дата-центров, ни специалистов для серьезного ИИ. Зато есть телевидение, которое бравурно рассказывает о том, сколько раз они уже Луну брали. 고정밀 타격 능력과 함께 필요한 특정 표적 지역에 대한 Скорее всего, взяли обычную ракету, прикрутили модное слово и устроили шоу для вождя. Установки, с которых стреляли, кстати, подозрительно напоминают американские «Хаймерс». Южная Корея, глядя на все это, тоже не сопит в дырочку. Объявила, что строит настоящую атомную подводную лодку. Атомная подводная лодка, которая будет построена на основе прочного южнокорейско-американского альянса, является символом нашего желания взять на себя ответственность за мир и безопасность на Корейском полуострове. Правда, спуск на воду лишь к середине 2030-х. Но зато всерьез будет защищен Корейский полуостров, а не в воображении ИИ. Два важных человека смотрят на одну войну и видят совершенно разное. Бригадный генерал Белецкий, командир одного из лучших корпусов ВСУ, дал Reuters редкое интервью. 6-9 місяців є переломними. 6-9 месяцев будут переломными, а если быть точнее, я думаю, что ближайшие 6 месяцев критические. Ситуация на фронте сейчас лучшая для Украины. Я не скажу, что супер оптимистическая, но лучшая для Украины, наверное, с осени 2022 года. Россия оказалась в патовой ситуации. Она не может закончить войну, но одновременно не может наступать на фронте. Роботы-беспилотники уже держат позиции по 2 месяца без людей. Если динамика сохранится, через 3 месяца русские будут в худшем положении, чем сейчас. Эта война уже перешла из стадии истощения ресурсов в стадию истощения воли. Наиболее вероятный сценарий – еще 1 год войны, то есть переход войны в 2027 год. Но есть и другой сигнал. По данным The Economist, со ссылкой на украинское правительство, Зеленский отдал приказ готовиться еще к 2-3 годам войны. Переговоры фактически сорваны, Россия готовится к масштабной мобилизации, а США постепенно выходят из процесса. Правда, эту информацию издания опровергли в офисе Зеленского. Да это же вот тот самый вброс, который уже был. Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября. Этот срок есть. Впрочем, есть и другой прогноз касательно сроков завершения войны. Через 10 лет война в Украине, надеюсь, уже закончится, причем так, что Украина останется независимым, свободным и суверенным государством. И кто же прав, покажет осень, но одно точно: легкого конца не будет ни для кого. А вы как думаете, когда все это закончится и наступит мир? Напишите в комментариях, посмотрим, кто как думает. Пока НАТО разворачивает в Балтии новые корпуса и запускает дроны-перехватчики, Россия усиленно возвращает свое. Оккупанты одержали очередную грандиозную победу, а именно заняли свиноферму. Противник признает, пропаганда ликует. На Добропольском направлении наши войска продвинулись в центре Родинского и заняли свиноферму южнее города, признают вражеские каналы. Сегодня свиноферма, вчера коровник, позавчера автобусная остановка или вообще сарай национальной важности. Великое наступление Второй армии мира по агрокомплексам продолжается. Борьба с фермерами вместо борьбы за урожай. Гойда, или вернее сказать, троекратное хрю. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашливаю. Ну, тем более. Покашливать нечего, потому что вы же не живете моей жизнью. И вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. И вот уже, к слову, первые группы прибывают к Ла-Маншу. Ложь — это правда, война — это мир, а поражение — это победа. И даже полезно. В российских СМИ одна за другой выходят статьи с неожиданными тезисами. Поражения в войнах всегда шли России на пользу. Монгольская ига полезна, Крымская война полезна. Механизм русской исторической колеи превращает любой разгром в трамплин. Читай, проиграть невозможно по определению. Обществу приятнее гордиться победами и не помнить поражения, а если уж и вспоминать, то с естественной горечью. А ведь в России именно проигранные войны и унизительные перемирия регулярно приводили к новым рывкам, реформам и, как ни поразительно, к новым победам. Перевести несложно, пока солдаты гибнут за свинофермы, НПЗ горят от дронов, а The Economist пишет о еще 2-3 годах войны, пропаганда уже готовит население к объяснению. Как так получилось, что проиграли? На случай, если что-то пойдет не так. Вернее, когда? Когда на экранах появятся уже отнюдь не черные лебеди.
Главная военная прокуратура России заявила, большинство военнопленных, вернувшихся из украинского плена, подвергались пыткам. Верим? Посмотрите на видео справа и слева. Вот как выглядят люди после украинского плена и после российского. Разница, как говорится, налицо. По себе всех судить, может быть, и не надо. Массовое падение дронов прямо над центром огромного мегаполиса. Только это не то, о чем вы подумали. В Сиднее во время светового фестиваля все 89 дронов внезапно рухнули в воду. Организаторы объяснили это непредвиденными проблемами с радиочастотами. 2 следующих шоу отменили. Огромные деньги на ветер, а точнее на дно. А пока дроны тонули в Сиднее, в Лас-Вегасе тонула Олимпиада на стероидах. Enhanced Games, соревнования, где допинг официально разрешен, обещали революцию в спорте. В итоге побили лишь 1 мировой рекорд в гидрокостюме. Несколько дисциплин выиграли спортсмены без допинга вообще. Акции главного спонсора рухнули на 41%. Похоже, даже химия не помогает, если идея изначально так себе. А о каких самых безумных идеях, где были спущены огромные бюджеты, вы слышали? Напишите в комментариях, интересно узнать. Тревожные новости из Чечни. Мадам Кадыров не получал новых медалей уже целых 35 дней, пишут наши комментаторы. Спешим обнадежить, совсем скоро он сможет получить Героя бодрости Чечни. Самый лучший дон, безобидный дон. Сын Рамзана запустил энергетический напиток К-13. Папа лично вышел рекламировать. Но комично, что именно Рамзан Кадыров в 2013 году полностью запретил энергетики в Чечне. Называл их ядом, сравнивал с наркотиками, требовал запретить по всей России. Теперь пиарит напиток сына. Ведь семейный бизнес — это уже совсем другое, свое дело. Короче говоря, борьба за здоровье нации проиграна, принципы Дона пали, логика повержена, как и ТикТок войска в свое время. Ну а в завершение вопрос на подумать. Если государство засекретило 1/3 расходов бюджета от граждан, то почему граждане не могут засекретить 1/3 доходов от налоговой? Пишите, все прочитаем. Спасибо, что были с нами. Давайте встретимся уже вечером в новом выпуске. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами.